Şükran benim. Boran benim oğlum olamaz. Sen bekle Can Efendi. Murat! Baba! Cihan! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Умрет ли Шахин? Что сделает Зерин Демир, когда расскажет ему, что Джихан и Кая застрелили ее брата Шахина? После всего случившегося, поверит ли Фидан утверждению Экмеля о том, что Джихан застрелил Шахина? Что скажет Шахин Джихану перед тем, как потерять сознание? Пожалеет ли Экмель о том, что заставил Шахина пройти через это? От кого Экмель узнал, что Баран – его сын? Примет ли Экмель Барана как сына, узнав правду? Увидит ли Денис Барана, когда тот проснется и выйдет из комнаты? Как пробуждение Барана повлияет на отношения Алии и Джихана? Какую ловушку Экмель устроит Джихану? Похитители Денис – люди Экмеля. Смогут ли Алья и Джихан поймать похитителей Денис? Фидан Ханем узнала, что нерожденный ребенок Зерин от Каи, и позволят ли они ей вернуться к Кае? Узнает ли Экмель, что ребенок Зерин от Каи? Скажет ли Джихан Кае, что ребенок Зерин от него? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы пробуждение Барана не разрушило отношения Алии и Джихана, чтобы Экмель не навредил ее внучке Денис, а Шахин не погиб, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! Конечно! А затем давайте подробно рассмотрим сцены, эмоции, внутренние конфликты персонажей и переплетения судеб в гораздо более глубоких, продолжительных и эмоциональных повествованиях. Ниже представлен анализ душевного состояния каждого персонажа, предыстории событий, моментов столкновения с прошлым и новых конфликтных зон, которые проявятся в будущих эпизодах. Выстрел, эхом разнесенный в темной ночи особняка Альбора, разрушит не только судьбу Шахина, но и судьбу всех остальных. В ту ночь, когда Джихан пытается спасти Шахина, все выходит из-под контроля. Когда Шахин, истекая кровью, лежит на земле, на его лице появляется чувство покоя, он больше не будет нести в себе сожаления, которое скрывал годами. С последним вздохом он прошепчет: «Я злюсь на себя». В этот момент Джихан возьмет за руку человека, которого считал братом, и со слезами на глазах воскликнет: «Я этого не хотел». Но слова не сорвутся с его губ, ибо никакие слова не вернут жизнь. Когда Нари обнимет безжизненное тело Шахина, ее сердце разобьется. Проведя полжизни в ожидании любимого человека, Нари теперь будет испытана его отсутствием. «Я ждала твоего возвращения годами, но даже смерть опередила тебя», — воскликнет она. Садакат Ханем окаменяет от этой боли. Боль потери ребенка обожжет ее сердце, но она не покажет слез. Она лишь поднимет руку в молитве, говоря: «Боже, дай мне терпение». Экмель, наблюдающая издалека, почувствует странную пустоту в сердце. Как только она решит, что все под контролем, судьба даст ей пощечину. Тьма внутри Экмель станет еще глубже в ту ночь с появлением старого друга ее отца. Когда старик подойдет к двери, дрожащим голосом он скажет: «Баран, твой сын», мир Экмель перевернется. Этот момент промелькнет перед ней, словно кадр из фильма. Запретная любовь, которую она скрывала в юности, ребенок, рожденный в результате этих отношений, тайна, окутанная позором. Годами она считала Барана своим врагом, и теперь, узнав, что он ее родной, ее сердце сжалось. Но Экмель не отступит от своей гордости. Она не сможет подойти и сказать: «Сынок». Только ночью она подойдет к двери его комнаты, протянет руку и коснется дверной ручки, но не сможет ее открыть. Каждый раз она будет молча возвращаться. Потому что наказанием Экмель станет невозможность назвать своего сына матерью. Выживание Барана будет воспринято как чудо. Джихан будет часами молиться вместе с врачом у двери операционной. В этот момент Алья поймет, насколько сильно изменился Джихан. Ее сердце смягчится, когда она увидит, как человек, который раньше решал все с помощью мести, теперь молится.
«Ты теперь другой», — скажет она себе. Когда утром врачи сообщат о жизни барана, все будут плакать от радости. Но с пробуждением барана проявятся и скрытые тайны. Когда баран откроет глаза, первым, кого он увидит, будет Денис. В этом взгляде вновь вспыхнет любовь, оставленная много лет назад. Денис прошепчет дрожащим голосом: «Ты вернулся». Баран с трудом произнесет: «Я никуда и не уходил». Эта сцена станет одним из самых трогательных моментов, которые тронут сердце зрителей. Но прошлое не отпустит так просто. Потому что манипуляции Экмела, молчание Садакат Ханем и бремя Джихана снова втянут всех в конфликт. В этом процессе баланс между Алией и Джиханом будет зыбким. Когда Джихан осознает интерес Алии к барану, ей будет трудно справиться с чувством ревности. Но на этот раз она не поддастся гневу. Раньше она бы обвинила барана, теперь же она просто скажет: «Аля сама выбрала быть со мной, остальное я предоставлю времени». Видя взрослое поведение Джихана, Алия еще больше привяжется к нему. «Ты больше не сражаешься, ты любишь», — заметит она перемену в его характере. На фронте Зерин бури не утихают. Когда она слышит слова «Кая убила твоего брата», они обрушиваются на нее. Хотя она и говорит: «Кая не стала бы мне лгать», в ее сердце расцветает сомнение. Зелен не сможет говорить несколько дней, она будет только плакать. Но инстинкты подсказывают ей, что все это игра. Она почувствует отпечатки пальцев Экмеля в этой игре. Увидев жажду мести в глазах Демира, она чувствует, что он вот-вот скажет: «Ты это спланировал», но молчит. Потому что теперь ей больше, чем сражаться, хочется защитить своих близких. Фидан Ханем первой обнаружит козни Экмеля. Пока все винят друг друга после смерти Шахина, она будет молча наблюдать. «Чья-то рука здесь замешана», — скажет она. Она будет полностью доверять Джихану. Она будет знать, что он не тот человек, который убьет ее сына. Но она будет терпеливо ждать правды. Потому что за эти годы она узнала, насколько сильным оружием в этой семье является терпение. Когда Фидан Ханем узнала, что ребенок Зерин от Каи, ее сердце дрогнуло. Но она не покажет этого на лице. «Я не позволю этому ребенку совершить грех», — думала она, но в то же время плакала и говорила: «У меня будет еще один внук». Она будет одновременно злиться и сострадать Зерин. «Ты совершила ошибку, но Бог дал жизнь, никто не тронет этого невинного ребенка», — упрекала она и защищала ее. Когда Экмель узнал, что ребенок Зерин от Каи, она придет в ярость. «Я начала решать судьбу этой семьи, а ты идешь против меня», — кричала она. Ее глаза наполнятся гневом, и она придумает новые планы, чтобы заставить всех замолчать. Она подделает документы, чтобы заманить Джихана в ловушку, выставив его виновником смерти Шахина. Но на этот раз Джихан будет уже не тем Джиханом. Джихан узнает о планах Экмела и разрушит их. «Я больше не буду жить по твоим планам, а по своей справедливости», — заявит она. Вместе с Алией она будет следить за каждым шагом Экмела. Когда настанет момент поймать ее на бегу, глаза Экмела будут полны страха и неповиновения. «Мне нечего терять», — скажет Экмел, а Джихан уйдет, сказав: «Вот почему тебе есть что терять больше всего». В этот момент на сцену выйдет Садакат Ханем. Когда все замолчат, она заговорит своим тихим, но сильным голосом. «У каждого в этом доме есть вина, но будет и прощение. Потому что ни одна семья не может выжить на обидах». Эта фраза символизирует как прошлые ошибки, так и будущие надежды. Джихан, Аля, Зерин, Кая, Баран и даже Экмель найдут себя в этих словах. Теперь каждый будет искать прощения, кто-то, потеряв любимого человека, кто-то, простив мать, кто-то, защищая ребенка, а кто-то, в конечном счете, простив себя. Но этот путь будет нелегким. Каждый шаг в особняке Альбора будет окутан тайной. Эта цепь проклятий, начавшаяся со смерти Шахина, возможно, будет разорвана признанием Экмеля. Но до тех пор каждое сердце будет кровоточить еще немного. А в конце истории прозвучит истина: звездочка, звездочка, спасение достанется лишь тем, кто умеет прощать, звездочка, звездочка. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях.
Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.